Всем привет! Вы на канале журналиста в Испании, Андрея Панюшкина, это я. Пока вы еще не расслабились, прошу вас подписаться, поставить мне авансом лайк и написать комментарий. YouTube очень любит, когда вы пишете комментарии, ставите лайки, подписывайтесь, если вы не подписаны в процессе просмотра видео, поэтому прошу вас сделать это сейчас. Обещаю, будет интересно. Собственно, если вы впервые на моем канале или периодически заходите, вдруг рассказываю, как для новичков. Я оказался в Испании в декабре 22 года, да, видите, столько лет прошло. До того, как я попал случайным образом в Испанию, в 22 году я обнаруживал разливы фекальных вод, сточных вод, неочищенных канализационных стоков в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Это такой маленький, как они считают, город-курорт. Почему? Потому что официально он, конечно, не город-курорт, а просто город. Уютненький городишко, примерно в 35 тысяч жителей, в 75 километрах южнее Краснодара, в сторону Черного моря. Находится он в долине реки Псикупс. Я там купил участок земли в 2006 году. И с 2016 года я там жил на постоянной основе. Так вот, краткая история такая. В январе 2022 года мне сообщили о том, что в Горячем Ключе происходит разлив фекалий около насосной станции на улице Ярославского, 139Б. Рядом с этой насосной станцией, как ориентир, находится завод минеральных вод «Айсберг». Легко найти на Яндекс.Картах. Я хоть и жил достаточно давно в Горячем Ключе на тот момент, но это было далеко от меня, и я пытался избраться независимым депутатом в Горячем Ключе в 2020 году. Это было далеко от моего округа, не мой округ, я не знал, что там разливаются фекалии. Мне местные жители подсказали. Мне, как представителю экологической вахты по Северному Кавказу, в Горячем Ключе сказали, там происходит экологическое преступление. В январе 2022 года я туда приехал, зафиксировал разлив и заснял видео. Сейчас у меня вот на канале 20 января 2022 года, на этом канале, журналист в Испании, теперь уже в Испании, есть видео от 20 января 2022 года. Подпишитесь на меня сейчас, если вы не подписаны. Если подписаны, проверьте, что стоят все уведомления, чтобы вам приходили. Прошу поставить авансом лайк и написать комментарий. Потому что история будет ошуительная, очень интересно. Вот. Значит, 20 января 2022 года я первый раз зафиксировал разлив. Я позвонил на тот момент советнику главы администрации Горячего Ключа по ЖКХ Владимиру Власову и спросил его, что происходит. Он мне сказал якобы о случившейся аварии, якобы о случившемся аварийном разливе фекалий. Окей, это было 20 января. Февраль оказался месяцем 2022 года полным всяких событий. Но самое важное для меня то, что я заболел ковидом 23 февраля. И мне было не до всяких разливов, очень тяжело заболел. Но 1 марта 2022 года я приехал на место разлива и обнаружил, что все продолжается. То есть фекалии по-прежнему текут по землям сельхозназначения, землям поселений, землям лесного фонда. Но в основном сельхозназначения. И эта фекальная река, то есть не только были затоплены поля, но эта фекальная река по старому руслу реки Псикупс текла на километры
и изливалась около дома номер 12 по улице Кирпичной. Вот, реально, это примерно 3 километра в длину фекальная река вдоль улицы Ярославского в Горячем Ключе. Тогда же и в марте месяце я пригласил полицию, мы вместе с полицейскими зафиксировали этот разлив. Потом 11 марта уже так я направил жалобы. 11 марта приехала комиссия, приехали сотрудники лаборатории Россельхознадзора. Они забрали пробы из реки Птикупс, они забрали пробы из этого фекального потока, прошли по всей длине этой фекальной речки. По всем землям сельхозназначения, поселений нашли источник, это колодец водоканала. И я думал, будут приняты какие-то меры. Но меры не принимались. А потом я уехал от уголовного дела, которое на меня пытались возбудить. Ну, наверное, чтобы я перестал настаивать на том, что виновники этого разлива должны сесть за систематическое отравление природы. Я фиксировал разливы 24 июня 22 года, 24 июня. Есть видео, и есть 12 июля. Ну, я и чаще туда приезжал, но суть в том, что на этом адресе подтверждено, что разлив происходили длительное время, с января как минимум по июль. Что произошло дальше? Я поехал отдыхать в Европу, мне сожгли дом, когда я сказал, что я вернусь. И вот осенью 24 года я запросил все контролирующие органы информацию. Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, всякие министерства краевого подчинения, типа Министерства природных ресурсов, Министерства ТКЖКХ. Собственно, что же было сделано в 2022 году. И они все в основном показывали пальцами на прокуратуру Горячего Ключа, которой все ниточки сходятся, всю информацию они передавали туда, в прокуратуру Горячего Ключа. Забегая вперед, скажу, что жители Горячего Ключа, узнав о том, что я собираю информацию по 2022 году, о принятых мерах, можно сказать, обрадовали меня тем, что прислали информацию о разливе фекалий и в декабре 2024 года. И я по этим новым данным в тех же местах, с Ярославскую 139Б, я по ним тоже написал заявление. Так вот, все дороги сходились к прокуратуре Горячего Ключа. И мне 13 февраля 2025 года, по прошествии 3 лет, присылают письмо, в котором пишут, выложу скриншот, пишут о том, что на почему-то только на 2 участках, на участке с кадастровым номером 3642 в конце и на участке с кадастровым номером 2182 в конце, зафиксирован разлив канализационных стоков на землях лесного фонда. Это второй абзац. И он уже сам по себе неправильный. Участок земли 3642 – это там, где находится колодец канализации, с которого разлив происходил и происходит. Этот участок – это земли сельхозназначения. Маленький спойлер, непростой человечек арендует этот участок на 49 лет.
Так вот, это земли не лесного фонда, это сельхозназначение. Земли лесного фонда — это участок 2082, это такая узенькая полоска земли, которая идет вдоль реки Псикупс, и через эту полоску земли фекальный поток вытекает в реку Псикупс за километр от источника. То есть между землей, между участком 3642, на котором колодец разрушенный, и излитием фекалий в реку Псикупс по прямой километр, чуть больше, а вдоль по старому руслу около 1,5 километров примерно. И по всей этой длине затапливаются земли сельхозназначения. Там находятся озера, большие озера с фекалиями. То есть не вся, это не такой не маленький ручеек, который течет, знаете, вот шириной в метр и глубиной в полметра. Нет, это большие озера с фекальными водами, которые стоят годами там, просачиваются, естественно, вниз в подпочвенный слой. Так вот, в ответе прокуратуры указано начало и конец, но нету ничего посередине. И дальше в третьем абзаце прокуратура пишет горячего ключа о том, что лесники обнаружили загрязненными всего лишь 2,3 гектара, ну, чуть меньше 2,5 гектаров загрязненных земель лесного фонда. Но я уже в предыдущих видео об этом говорил, которые есть на этом канале, посмотрите. Каждое ведомство, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор в особенности, все они пишут одну и ту же мысль в своих письмах, в своих ответах мне. Мы отвечаем только за свою землю и не можем проверять и отвечать за другую землю. То есть Россельхознадзор, может быть, и видит взглядом, ну, как бы, они же не слепые, они видят взглядом, что фекальный поток с земли сельхозназначения протекает через полоску земель лесного фонда на кадастровой карте и потом попадает в реку Псикупс. Но это не их подведомственность. Они отвечают только за сельхозназначение. То же самое Минприроды. Они отвечают, Министерство природы Краснодарского края отвечает за реку Псикупс. Но не отвечают за сельхозземли, потому что это Министерство сельского хозяйства. Понятна логика, да? Роспотребнадзор отвечает за землепоселение, но не за сельхозземли. Тут почему-то в этом письме прокуратуры лесники решили отвечать за сельхозземли. Но на самом деле все очень понятно. А отвлекаясь от казуистики бюрократов из прокуратуры, чиновников, все очень просто. Они хотят уменьшить масштабы бедствия. Если посчитать, как я вот на карте примерно нарисовал вот этот разлив, как он выглядит на самом деле, то получается сотни квадратных метров, сотни тысяч, вот правильно, сотни тысяч квадратных метров затопленных фекалиями земель. Сотни тысяч, то есть сотни гектар загрязнены, сотни, не 2 и 3 гектара, а сотни. Понимаете, о чем я говорю? Ну, по крайней мере, точно больше 2 и 3 гектар. Я не буду. Я вот про квадратные метры понимаю, гектары это не мое. Сотни тысяч квадратных метров. Еще раз посмотрите на карту. Я в жалобах указываю несколько земельных участков перечнем их назначения. Есть пролет с коптера 22 года, в марте 22 года он сделан был, когда летать еще можно было. И там видно все масштабы бедствия. С высоты весной, когда нет еще растительности, очень хорошо видно, где что затоплено. Поэтому и летали в это время, чтобы хорошо отследить. И ножками мы это прошли, все вместе с комиссией. То есть тоже все было видно. В общем,
Какое резюме? Первое. Прокуратура абсолютно не учла то, что я вместе с полицией, вместе с всякими проверяющими фиксировал разливы с января по август, по середину июля. Второе. Не учитывается масштабы бедствия в ответе прокуратуры. То есть заливало сотни квадратных метров, а мне пишут всего лишь 2,3 гектара. Да, еще раз прошу подписаться на меня, потому что мне важна ваша поддержка, чтобы вы смотрели продолжение этой истории, потому что вот, собственно, независимая журналистика — это мой канал, журналист в Испании. К сожалению, я с большим сожалением должен вам сказать, да, что эта информация, которой я вами делюсь, не подхвачена правозащитными или какими-то природоохранными организациями в России. То ли они боятся того, что к ним придут, то ли считают, ну подумаешь, ну как мне предполагается, вот я им говорю о том, что несколько лет подряд, 3 года подряд, почти все стоки с горячего ключа попадают в реку Псикупс. То есть идет речь о систематическом преступлении. Ну и что? Нету хайпа, видите? Это не отмывать птичек в Анапе. Тут просто тихое, молчаливое преступление много лет подряд. И поэтому, к сожалению, вот только так я могу рассказать вам об этом преступлении. А вы проявите свою поддержку тем, что расшарьте это видео, пришлите знакомым. Мой рассказ вам — это и есть независимая журналистика. Я не получаю, к сожалению, никаких грантов. Если можете, пришлите мне какой-то донат через YouTube или через Buy Me Coffee. Я показываю в каждом видео QR-кода, чтобы вы могли подписаться на меня, перейти, задонатить через PayPal. Любым удобным вам способом можете подписаться на меня на Патреоне, на Бусти. Это ваша поддержка настоящей независимой журналистики, говорящей на русском языке. По-другому вы новости актуальные просто не узнаете. Увы. Так вот, резюме этого письма, которое мне прислала прокуратура, они мне в основном, оно очень неполное. То есть меры, которые приняты, это погрозили пальчиком, привлекли каких-то должностных лиц к административной ответственности за якобы аварийный сброс. Естественно, этот сброс не аварийный. Это систематическая проблема, которая была и остается в горячем ключе. Юрлицо не привлекли, рекультивации не было. То есть, по идее, если у вас, допустим, аварийный выброс той же нефти, в горячем ключе много всяких скважин вокруг города. Если, допустим, бы на скважине на какой-то сломался какой-то насос и нефтесодержащей жидкостью залило бы окружность вокруг скважины, то организация, которая добывает там эту нефть, она обязана была бы собрать эту загрязненную землю, рекультивировать этот земельный участок, заплатить штраф. А если бы эта нефть, например, бы попала в реку Псикупс, то еще и заплатить за восстановление поголовья там всяких этих речных обитателей. Здесь же ничего этого не было сделано. Не было привлечено юридическое лицо, водоканал, не понесли никакой ответственности уголовной, потому что масштабы бедствия огромные. Должностные лица, просто административный штраф, который они с легкостью выплатили, мне так кажется. Что же касается... Да, тут есть в одном из абзацев написано, что материалы прокуратура города отправила в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. Вот, и тишина. Отправили, и тишина. И дальше... По тому, что я узнал уже в 22 году, в 24-м оговорился, то есть в декабре 24 года мне сказали, что разливы эти повторяются.
Я написал так же, как я уже теперь знаю, много заявлений в разные инстанции. По той же схеме заливают. Написал заявление и, к сожалению, в этом ответе, который мне прислали, есть информация о том, что специалисты Россельхознадзора и, как по смыслу, тут явным образом не написано, но по смыслу того, что я понимаю, в 2025 году специалисты Россельхознадзора забирали с участка 3829 пробы. То есть участок земли сельхозназначения Россельхознадзор обследовал и с него взяли пробы. Но пока еще информации, какие там загрязнения не поступали. Этому я готов поверить, потому что шевелиться всякие органы начали только после новогодних праздников. Прошло всего лишь месяц. Поэтому по ситуации 24 конца 24-25 годов тут по сути нет никакой информации. Что касается информации по 22 году, я, как мне предлагает прокуратура горячего ключа, в случае несогласия обжаловать вышестоящий орган. Именно это я и сделал. Написал сегодня жалобу на, с моей точки зрения, бездействие прокуратуры горячего ключа, потому что не учитываются масштабы бедствия, не учитывается длительность этих загрязнений. И самое главное, это мы говорим только об одной точке на Ярославского 139Б. Насосная станция, которая перекачивает вот в самом конце канализационных труб начесные сооружения. Но есть промежуточная насосная станция на Пономаренко 5 в горячем ключе, где тоже в марте, 15 марта, если быть конкретным, 22 года я обнаружил специально созданное отверстие, в народе дырку, в боковой стенке колодца водоканала, через которую, как через перелив в ванне, по мнению водоканала, избыточные фекальные воды перетекали на землю населенного пункта, это Роспотребнадзор, и потом вытекали в реку Псикупс. Там затоплены земли, которые предназначены для размещения спортивных объектов. В частности, там есть турбаза. И вот это все было затоплено фекалиями. Полицейский со мной 15 марта ходил, 22 года, все это обследовал, все это видел, все это запротоколировал, но полиция горячего ключа, видимо, находясь в сговоре с администрацией, материалы отправила не в прокуратуру, не в Роспотребнадзор, как должны были бы, потому что рядом, в непосредственной близости от вот этих вот фекальных полей, затопленных турбазы, находится жилой дом Пономаренко 5А. Все это дело полиция почему-то отправила в администрацию, то есть собственнику водоканала, на который я, собственно, и жалуюсь. Там же вот вообще очевидно, что это сам сделал водоканал, дырку в стенке колодца просто так пробить невозможно. Это сделано было сознательно, и более того скажу, если то есть это вот прямо порча, скажем так, имущества, это уголовное, с моей точки зрения, деяние тоже. Тем не менее, полиция не усмотрела ничего там для себя, отправила все это дело в администрацию горячего ключа. И никаких мер принято к чиновникам не было, насколько я знаю. Единственное, что я знаю, запенили эту дырку после моих многочисленных требований. Но знаете, самое интересное, что в 2025 году жители пришли и увидели, что преступление повторяется. То есть, как запенили они эту дырку, так потом эту пену вытащили, и поля по-прежнему затапливаются неочищенным сточным водом. В двух адресах: Пономаренко 5, Ярославского 139Б. Вот так вот. Да, кстати, ответ прокуратуры: ноль информации содержит о том, что аварийно, допустим, мы поверили, что это аварийный выброс, какие меры приняты.
починили оголовье колодца, поставили туда бетонное кольцо, сверху крышку, сверху люк, поменяли насос, поставили более мощный, поставили видеонаблюдение для контроля, чтобы не повторялось. Ничего об этом в ответе прокуратуры нет. Можете сами почитать. Все. Надеюсь от вас на подписку, на донат, на поддержку моего канала. Расшарьте это видео. Возможно, вы сможете достучаться до депутатов, потому что я попытался. Я написал в Совет муниципальных депутатов горячего ключа, я написал в Государственную Думу. Из этих двух органов реакции не было никакой. Но администрация шлет мне однотипные отписки горячего ключа о том, что это аварийный выброс. Они такие же отписки слали и в 2022 году, и сейчас они мне шлют по новым выбросам уже 2024-2025 года. Остальные, правда, признают, то есть, допустим, тот же Минприрода, они признают, что действительно проблема есть. А администрацию пока нет уголовных дел, администрация не чешется. Все, всем пока. Расшаривайте это видео, чтобы они зашевелились.